Хотите приготовить настоящую грузинскую аджику? Вот вам простой и быстрый рецепт. Здесь у меня 500 грамм вот такого красного острого перца. Перчики я все вымыла и высушила. Отрезаем вот эти хвостики от перчиков, а остальное все нам понадобится. На полкилограмма перца 2-3 зубчика чеснока будут достаточны. Нам понадобится или мясорубка, или кухонный комбайн, вот как у меня. Конечно же, в Грузии используют мясорубку. Честно скажу, у меня нет мясорубки. Вот в кухонном комбайне тоже отлично получится. Используем кухонный комбайн. Итак, засыпем все наши ингредиенты сюда. И чеснок также. Кстати, если вы хотите менее острую аджику, то семена вот эти вот можете удалить. А я люблю очень острую. Конечно же, в Грузии острые блюда в почете, поэтому я не буду ничего убирать. Вот так вот. На вот это количество, на полкилограмма перца, нам понадобится 50 грамм соли или 2 полные столовые ложки соли. Конечно же, в аджику надо будет добавить кинзу. Вот такую вот сушеную кинзу добавляем. Полную столовую ложку на вот это вот количество. И также добавляем полную столовую ложку хмели-сунели. Осталось это все измельчить, и ваша аджика будет готова. Ух, какой аромат! Прямо вот такой пряный, приятный аромат отходит от нашей аджики. Как вы видите, сильно я не измельчала. Теперь переносим готовую аджику в банки. Чуть-чуть я попробую. Очень вкусно и очень остро, конечно же. Аджика должна быть острая, как вы все знаете. И поэтому используйте ее аккуратно, пожалуйста. Как вы заметили, мы добавили много соли, чтобы она дольше хранилась. Посмотрите, какая чудесная аджика у нас получилась. Накрываем крышкой, ставим в холодильник и используем по мере необходимости. Напомню вам, что вот эта аджика, она соленая. Если бы мы добавили меньше соли, то ее нельзя было бы хранить долго. Поэтому, когда вы будете добавлять в свою еду, учитывайте, что уже здесь достаточно соли. Спасибо вам, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы будем и дальше стараться для вас.